Всем привет! Сегодня я хотел бы записать видео про нож, который я купил в Берне. Victorinox. Меня друзья просили побольше о нем рассказать. Так вот, я хочу снять про него небольшой обзор, распаковку, историю расскажу, как он вообще его производил, кто. Ну и провести небольшие тесты. Попиляю им, что-то может порежу. Такое, вкратце. Так, перед распаковкой я хотел бы прочитать небольшую предысторию по поводу этого ножа. Так, история Solder's Knife началась в 1890-х годах. Карл Элзенер, владелец компании по производству хирургического оборудования, начал производить солдатский нож. Он совмещал карманный складной нож и отвертку, которая стала необходима швейцарскому солдату вместе с принятием на вооружение швейцарской армии новой винтовки. Требования отвертки для разборки новой винтовки. Первый подобный нож имел деревянную рукоять и был оснащен клинком, отверткой, открывалкой для консервов и шилом. Этот нож был закуплен швейцарской армией. В современной модели, так как это швейцарский армейский нож Victorinox 0.8461 MWCH, модель 2008 года до нашего времени не менялась. Так, откроем, посмотрим. Так, когда я его купил, я еще им даже не пользовался. Как я его покупал, у меня есть видео на канале, где нам советовал продавец, рассказывал про них, можете посмотреть. Так, это чек, стоит он 49 франков, покупал я его в Швейцарии, город Берн. Так, инструкция, как его обслуживать, смазывать. Характеристики стали. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали марки X55 CRMO14. Это высоковуглеродистая нержавеющая сталь с добавками хрома и молибдена для улучшения коррозостойкости и твердости металла. Эта сталь часто используется для производства кулинарных ножей и других инструментов. Так, размер этого ножа 11,5 сантиметров. Сейчас вес посмотрим. Вес 131 грамм. Нож увесистый, имеет пластиковую обшивку с резиновыми такими вставочками. Маркировка швейцарский флаг. Так, откроем, посмотрим. Лезвие. Половина лезвия зубчатая, остальная половина ровная. Заточка с одной стороны. Не знаю, как его точить. Обычно точилка его вряд ли поточит. Лезвие фиксируется, как и все элементы. Длина лезвия 8 сантиметров. Ширина я мерил 2,5 миллиметра. Очень крепкий. В руке сидит нормально. У меня рука не маленькая, для меня вот нормально. Покупал я его для походов, когда-никогда там в машине надо, чтобы что-то отрезать там. Такое. Так, посмотрим пилку. На всех деталях есть такие ногтевые углубления для нормальной открытия. Так, где она? Вот. Пилка острая. Такая. Так, я проведу тест, конечно. В конце видео вы увидите тесты. Длина пилки 9 сантиметров. Ну, такая, нормально. Острая очень.
Я думаю, будет пилить нормально. Ну, мы протестируем. И нож протестируем. Так, что тут еще есть? Открывашка для банки. Вот эта часть отвертка, плоская. Вот тут эта часть, видать, плоская отвертка. Так, это открывашка для отвертки, для банки. Обычная открывашка. Все элементы фиксируются. Все надежно, качественно. Специально есть полотно, которое фиксирует. Он находится вот. Его надо немножко придавить. Тогда элемент становится обратно. Отлично. Так. 2 открывашки. Крестовая отвертка. Надеюсь, тоже и потестируем. Мне крутить пока нечего. Ну, я думаю, неплохая отвертка. И шило. Шило острое. Отлично. Так, ну мне сравнивать особо нечем, если честно. У меня-то это первый нож. Раньше у меня были, мне на пароходе друг подарил такой нож. Китайский. Ну, я работаю на пароходе. Удобно, вкинул в карман. Надо что-то отрезать, что-то... Ну, честно говоря, качество так себе. И вот еще подарок. Нам подарили фуфло, чтобы вы понимали. Опять же, китайское. Но тут все, что хочешь есть. И отвертки, и штопоры, и ножницы. Это, короче, страшное дело. Только ничего не режет, ничего не работает. Нож. Может такой поковыряться в зубах. Разве что. Короче, вот такое видео. Я рассказывал видео, как мне его подарили. Посмотрите. Так, начнем, наверное, попиляем небольшие веточки, попробуем пилкой. Пилка острая. В руке лежит хорошо. Ну, попробуем. Ветка сырая. Пилит отлично. Давайте чуть побольше. Замечательно. Ну, я не знаю. Большие ветки вот такие вот такого диаметра навряд ли она будет пилять. Но для таких, для сучков, веточек маленьких попилять, чтобы разжечь огонь, отлично. Так это я пилял сырое дерево. Я не знаю. Отлично. Прям режет на ура. Сейчас будем пробовать. Нож. Как нож будет справляться с этим. Ну, начнем с маленькой. Срез капитальный. Отличный срез. А ну попробуем тут. Так, оператор, отойди чуть-чуть. Так, ну, копье, если кому надо, копье он сделает аж бегом. Так что с этим тоже справился. Так это сырое дерево, и нож режет его на ура. Что еще попробовать? Не знаю, мне ж интересно стало, что он еще будет. Ну вот, маленькие веточки вообще. Клоц. Отлично. Клоц. Да, штукенция классная. Хороший нож. Так, ну вот, небольшой тест я провел. Я еще хотел саморез
вкрутить отверткой. Ну, я думаю, я самореза с собой просто провтыкал взять. Я думаю, он с ним тоже справится. Расцветками он так справляется. Сырыми. Что можно говорить про другое. Так, ну я сейчас еще возьму листочек и проверю заточку, чтобы вы думали, чтобы вы знали, насколько он острый. Если ветка он пиляет, то... Мне что нравится еще, что тут защелки есть. То есть, чтобы нож сложить, нужно нажать просто, и нож вкинулся. Он зафиксировался, никуда он не слезет, никуда он не съедет, по пальцам не попадет. Все надежно и качественно. И в руке он лежит отлично. У меня рука не маленькая. Ну, наверное, чуть больше средней. У меня в руке он лежит отлично. Сейчас я возьму газетку и докажу вам, что он острый. Отлично. Так, ну, хочу показать, как бумагу он режет. Взял он обычный конверт. Шикарно режет. Так, мусор мы потом уберем. Отлично. Так, ну в заключение, что бы я хотел сказать. Нож отличный, просто шикарный. Для солдат идеально. Для туристов идеально. Для людей, которые там в машине, надо когда-никогда там хлеб подрезать, булку. Или... Да все равно. Для водителей. Машину кинул, ты знаешь, у тебя все под рукой. Идеальный нож. Шикарно пилит. Шикарно режет. Отличная штука. Банки открывает тоже шикарно. Но это понятно. Так. Вот я отпилил кол. Это я отпилил пилкой. Это я заточил ножом. Так что, кто может на вампиров охотиться, тоже подойдет. Потом, не знаю, палатку забить. Штырьков наделать. Тоже для туристов, я говорю, шикарная штука. Маленький, компактный, надежный, острый. Отличная вещь. Рекомендую. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не знаю, как получилось, так и снял обзор. Спасибо за просмотр. Так, предложение. Кого интересует, может, другие модели или спросить интересные характеристики. У меня есть возможность сходить в магазин производителя и снять обзор. Либо проконсультироваться с продавцом, если у него, конечно, получится. И в отдельном видео я выложу эти модели, либо сделаю в следующих видео какую-то короткую вставку. Если их наберется много, тогда, понятно, сделаю отдельным видео. Все, пишите модели в комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Пока.